Что-то я очкую. Я вас поздравляю. Я вам искренне сочувствую. Сразу оплата, а потом спускаем машину. Что скажете, Лева? Вы там были? Вы снимаете мне пах. Оля, рассказывай, что случилось. Чуть поломалась машина, поедем сейчас. Эвакуировать, да? Сегодня у нас воскресенье, день эвакуации. Будем эвакуировать на этом дивном автомобиле. А Коля у нас будет сегодня водителем тоу-трак. Поближе. О, какая дивная техника. Водитель сбежал куда-то, может, передумал. Первый раз на такой штуке едешь? Да ладно, ты уже ездил. Нет, отвечаю первый раз. Давай чуть сделаем тише это. Первый раз оно такое. Чтобы узнать, какая передача, надо сделать вот так вот. Раз, а здесь нейтраль. Вот это ну скорость. Так, ну вам драйв или назад поедем чуть-чуть? Давай чуть-чуть назад. Так, паркинг. Что-то я очкую. Вот наш новый проект. Сейчас это все снимем, все помятое дефектуем. Капот будет меняться, телевизор, радиаторы, люверсы, фары, бампер. Все это будет новое. Ну, не новое, но другое. Такая прикольная машина. Тут стрельнута подушка, а в остальном она целая. По механике вроде целая, но будем надеяться. Понемножечку разбираем, сливаем жидкость. Сейчас снимем радиаторы и, в принципе, все поврежденное уже будет снято. Вот все и разобрано. Фары под замену, телек под замену, пакет радиаторов под замену, реинфорсмент под замену. У нас тут есть уже некоторые запчасти, они чуть отличаются, будем смотреть, можно ли все переставить. Так повреждения не сильно большие. Капот тоже под замену. Фары, телевизор, усилитель бампера, бампер, ну и всякие мелочи. Будем собирать. Так, процесс сборки продолжается. Морду уже накинули, телек накинули, радиатор накинули, люверсы накинули. Сейчас будем накидывать все остальное. Машина приобретает вид. Чуть-чуть помялась. Вот такая вот штука выходит. Ну, в принципе, все село. По коннектору фары разные, надо будет разобраться. И сейчас самое важное, подойдет ли капот, который у нас есть. Капот, камень преткновения. Ну, в общем, все стало, все получилось. Немного поиграемся с зазорчиками, а в остальном капот подошел, фары подошли, бампер подошел. Хотя капот, бампер, фары немного с другой машины. Ну как, они с Optima, но не гибридные. Но тем не менее все становится. Да, вот наш пациент. Даже его никто не утонул. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Мы же дядю попросили, говорим, имейте совесть. А он говорит, да, хорошо, и сразу стал звонить. Какой интересный день воскресенья. Так, пацаны, загрузка 150, тут сейчас бум опущу, 200, ну все вместе 350 и поедем. Как бы да, нет, конечно да. Хозяин-то я. Пока эвакуация проходит успешно. Выдвигаемся в обратный путь. Ты здесь нажимал какую-то кнопку, бекон, строп. Не, а желтый остался же, стробы желтые. Надо чуть-чуть сделать. Ребята, начинаем нашу поездку. Карт-дэш 873211. Мы желаем вам счастливого пути. Пристегните ваши ремни. За мной в том минус 60. Прикольно тоже речь. Ну да. А я с мигуликами еду. Первый раз вообще. Я все. Сейчас точно туда полицию. Белка была. Белка была. Белка. Выходите нас встречать. Не слышат. Опытный водитель. Что делать? Жмет на нейтральную, а потом на себя. Понял? С первого раза с ничего. Приехали. Я вас поздравляю. Я вам искренне сочувствую. Можно сказать, что эвакуация прошла успешно. Сонату мы не потеряли по дороге. И даже номер не потеряли с мигалкой. Доставочка, доставочка. Так выглядит водитель тоу-трака, который впервые довез машину. Сразу оплата, а потом спускаем машину.
Поняли? Давайте, несите лавы. Всем привет! Собираем мотор для одного нашего знакомого маляра, потому что мотор застучал, все провернуло, в общем все плохо, как и бывает на G4 Cayenne. Но низ мы уже проточили, собрали в 0.25 ремонт. Сейчас я соберу поршни, поставлю, проверю пластик-гейджем на всякий случай, потому что другого измерительного инструмента у меня, к сожалению, нет. И подсоберу, дальше покажу, что из этого получится. Обязательно промеряем зазор поршневых колец, чтобы не было слишком маленькое. Как говорят люди, которые разбираются в сборке моторов, собрать мотор может любой. Но самое главное в моторе двигателя внутреннего сгорания — это зазоры. Это самая-самая важная штука. Поэтому стараемся проверять как можем. Да? 100%. Говорят, что это нормальный вариант проверки, если у тебя нет дорогостоящего оборудования для измерения зазоров. Если нечем мерить, то пластик-гейдж в принципе пойдет. Крутится, это хороший знак. Что скажете, дядя Вова? Вы там были? Вы снимаете мне пах. Ну, нате, сами снимите, пах. Я не знаю, куда мы едем. Я проснулся не так давно. Я думаю, по мне видно. Ну, куда-то мы едем. А раз мы куда-то едем, значит, мы куда-то приедем. А когда мы приедем, мы что-то там снимем. Так что увидим все, что будет. Смотрите контент. Смотрите контент. Sony Mannheim. Приехали посмотреть машину, которую мы купили. Ну такая вроде целенькая со всех сторон, чистенькая внутри. Не побита, ничего. В салоне остаток, все хорошо. Главное, чтобы сейчас завелась, и мы на ней уехали отсюда. Для кого-то хорошо, а для кого-то может и нехорошо. Немножечко горит чек. У меня есть предположение, почему горит чек вместе с ключиком. Так бывает иногда, когда у них электродвигатель не обучен, когда хочет по положению электродвигателя гибридной системы машина настройку получить. Но это может быть и не так. Во всяком случае, машина заводится, передвигается, это уже дает нам шанс доехать на ней домой. Да, Александр? Конечно. Мы будем ехать домой. Если нет, у нас есть 2 эвакуатора. Позвоним, привезут домой точно. На улице не останемся. Кто-то нас, если что, заберет. Крем еще одну такую сонату, еще не оплатили. Такая, в принципе, целенькая. 15-й год. Обычная комплектация, но у нее оборван ремень почему-то приводной. Ну, естественно, она разряжена, и мы не можем даже попытаться ее завести. Пара подбита, ухо бампера оторвано. Но это все не страшно, это все мы починим. В общем, купили 2 таких белых. Да, сегодня, в пятницу, мы покупаем только белые. Головка разобрана, будут притерты клапана, будут заменены маслосъемные колпачки, чтобы у нас все было отлично. Делая G4 Cayenne, нужно уделить внимание масляному насосу с балансированием, потому что, по моему мнению, основная проблема этих моторов, из-за чего они клинят и у них учит мотор, шатуны обычно вкладыш проворачивают, это из-за того, что изнашивается масляный насос с балансированием, потому что он работает на очень высоких оборотах с большой нагрузкой. И у нас бюджетный ремонт этого мотора, мы не будем новый насос ставить, но мы уделим ему внимание. Вот здесь видно, допустим, что вкладыши насоса, ну просто в ужасном состоянии. Вот здесь происходит падение давления, из-за этого падает давление масла в моторе и проворачивается
выворачивают вкладыши. Это мое мнение, может кто-то со мной не согласится. Два этих вкладыша достаточно живые. У нас есть старые насосы, мы сейчас разберем пару старых насосов, и я надеюсь, мы найдем живые вкладыши. И вот эти два, которые в очень плохом состоянии, мы их заменим, хотя бы вот на такие. И я думаю, так мотор поработает еще достаточно длительное время. Будем пробовать. У нас тут есть годные остатки. Голова на месте. Обязательно проверяем зазоры клапанов на впуске и на выпуске, чтобы вся работа не была на смарку. Обязательно делаем несколько оборотов, чтобы убедиться, что у нас все в порядке, метки на месте и никто нигде никого не цепляет. Ну вот мотор уже в моторном отсеке. Сейчас зальем все жидкости и будем пробовать заводить. Первый старт. Давай еще. Хватит пока. Вообще, что бензина не хватает. Сейчас разберемся. Куда-то исчез весь бензин. Не иначе, как водитель толтрака к этому причастен. Попытка с бензином. О, ну это ж другое дело. С бензином работает куда лучше. Вот так и бывает. Хочешь, чтобы с первого раза, а не всегда с первого раза получается. Ну, ничего, мы все починили. Ну все, теперь машина немного поработает на холостых с часик, потому что там много новых деталей, чтобы все притерлось. И сделаем тест-драйв. Едем на тест-драйв. Машинка поработала минут 30, может больше. Интересно, когда заднюю включаешь, почему-то пищит. Конечно, с тормозами не очень. Похоже, там стерлись они полностью. Ладно, это уже будет делать кто-то другой, не мы. В принципе, мотор работает ровненько, ничего не течет. Поэтому, думаю, все получилось. Двигатель работает достаточно мягенько, никаких посторонних шумов и звуков нет. Поэтому, я думаю, ремонт прошел успешно. Что нам привез Влад, а? Что ты нам привез, Влад? Да нет. У нас приехало пару доноров, но, конечно, состояние хотелось бы получше. Единственный плюс, они стоили недорого. И вот еще один донор. Поглядим, что у нас тут приехало. Не, ну по кузову целенькая, это хорошо. Комплектация простая, ничего такого. Обычный недорогой автомобиль с какой-то механической проблемой. Ну, что делать, будем чинить. Двигатель на месте, это уже хорошо. Чуть позже обследуем, но я думаю, у них, как всегда, одни и те же проблемы. Пришла очередь Kia Optima с поломанной коробкой на ремонт. Вот у нас уже вывешен мотор, снимаем коробку. У этих гибридных машин это болячка с коробками, и они после 100 тысяч часто приходится их менять. Новый день, новые задачи. Вот наша Optima Kia, которую мы забрали с Манхейма. Я снимал об этом, и на ней у нас замена коробки. Мы вчера уже старую коробку сняли, подкинули новую коробку. Нашли еще тут был дефект ступичного подшипника, поэтому мы заменим ступицу, у нас есть с донора. И дособерем все, и машинка поедет. Она, правда, и до этого ехала, но ехала плохо. Коробка буксовала, пиналась. В общем, нужен был ремонт, а точнее замена коробки. Мы заменили вчера коробку, залили все жидкости, и сейчас я поеду на тест-драйв, попробую, как она едет. Но я думаю, все должно быть отлично, потому что коробка здесь стоит 55 тысяч миль, довольно свежая. Мы поменяли масло в моторе, все охлаждающие жидкости. Я сделал калибровку электрического мотора, калибровку стартер-генераторов. Никаких ошибочек нет. Я думаю, все будет отлично. Сейчас поеду проверю, как она работает. Поехали. Машина без номеров, поэтому далеко ехать не буду, чтобы нас не остановила полиция. Так, первое, второе переключение без рывочка. Все красиво, все хорошо. Переключается плавно. Развернемся здесь, чтобы у нас было чуть больше дистанция. И попробуем. Поехали. Первая, вторая, третья. Четвертая. Переключается плавно, никаких рывков. Все работает отлично. Я думаю, у нас все получилось. И машина отправится на детейлинг и своему новому владельцу. Должен сказать такую вещь. Я всегда замечаю, вот, допустим, когда машина очень долго стоит на аукционе, там месяцами, допустим, пылится где-то. Не то, что месяцами, бывает даже дольше машина может стоять. И когда она, допустим, попадает к нам, мы ее ремонтируем полностью по технической части, приводим в надлежащий вид, делаем красивым салон, чистим, детейлим и даем машине вторую жизнь, второй шанс. И очень
очень всегда приятно, и мы получаем большое удовлетворение, когда это происходит. Возможно, в этом наша миссия. Но это же, конечно, интересно. Каждый раз это новая машина, новая история. Поэтому мы любим эту работу. Сниму пару кадров, как мы приехали переоформлять машину. Никогда раньше не снимал, как приезжаем переоформлять машины. Но если там не будут ругаться, то покажем вам, как это происходит. Пакистанцы, ребята, они делают все это быстро, хорошо и недорого. Счастливый обладатель белой оптимы. Все, рад был познакомиться. А мы поехали. Сделка завершена. Дело сделано, возвращаемся в шап.